Теперь, когда мы выполнили блокинг книги, я хочу показать, как сначала можно сделать несколько разных по размерам книг из этой одной базовой формы, причем без использования масштабирования. Дело в том, что если использовать инструмент масштабирования для этой конкретной книги, он фактически будет деформировать ее неправильно. Нажимаю клавишу R и начинаю масштабировать так, чтобы увеличить ширину книги. Но вот что происходит. Меняется и толщина обложки. Причем спереди и сзади она на самом деле начнет становиться толще, а на переплете оказывается немного тоньше. Происходит то же самое, если начнем растягивать или сжимать ее по высоте. На самом деле также будет деформироваться ее и обложка нежелательным образом. Если взглянуть на референсы этих книг, видим, что все эти книжные обложки имеют примерно одинаковую толщину. А толщина самих книг зависит от того, сколько в них страниц, но толщина обложек почти всегда примерно одинакова. Итак, как же тогда сможем деформировать книгу на этом этапе так, чтобы сделать ее больше или меньше? Вот что я рекомендую. Сначала фактически отрезаем половину книги, для чего выделяю геометрию ее одной половины растягивающимся прямоугольником выбора и просто удаляю ее. Затем будем использовать такие компоненты, как вершины, чтобы начать внесение изменений в геометрию. Итак, выбираю здесь все вершины обложки книги и смещаю их немного дальше. При этом, как видите, это не меняет толщину обложки. Также захватим вершины здесь, в средней части, и чуть больше сместим их таким образом. И теперь у нас получилась более толстая книга. Мы могли бы также на этом этапе выбрать вершины вверху и просто сместить их вниз, если бы, скажем, нужна была более низкая книга или не такая широкая, как первая книга. Итак, теперь, когда у нас есть эти конкретные вершины, вот что я хочу сделать. Отзеркалить выбранную геометрию. И при этом Maya сошьет все эти граничные вершины снова вместе. Итак, идем в меню Mesh Mirror. Открывается диалоговое окно зеркала, и надо сначала сбросить все настройки, чтобы начать с нуля. Во-первых, я не хочу заново строить геометрию, а на самом деле хочу ее просто скопировать. Поскольку книга больше не находится в ноле мировых осей, устанавливаю оси зеркала относительно самого объекта. Далее хотим отзеркалить по оси X, так что это будет происходить справа налево, поэтому выбираю X и будем следить за тем, чтобы зеркало было установлено на негатив. Также хотим, чтобы в итоге все это объединилось с оригиналом, поэтому выбираю этот параметр объединения граничных вершин. Нажимаю Apply, и теперь получаем гораздо более короткую и толстую книгу. А если бы захотели получить более высокую книгу или более широкую, то просто выполнили бы аналогичные действия с другими вершинами. Давайте скроем сейчас эту книгу и закончим исходную книгу во всех подробностях. Детали, которые нужно добавить, можем увидеть здесь. Там, где соединяются корешок с передней и задней обложкой, есть такая небольшая канавка, которая иногда будет иметь округлую форму. Вот что я собираюсь сделать здесь. Использовать инструмент Multicut, удерживая Ctrl, и добавляю одну петлю ребер, а затем еще одну в середину. И это даст мне подразделения, которые нужны, чтобы добавить такую маленькую канавку в корешок книги. Давайте перейдем к виду сверху. Далее выбираю эти две вершины на внешних краях и использую инструмент Scale, чтобы сдвинуть их внутрь. Подготовлено клубом «Перевод всем». А затем нажимаю W, чтобы перейти к инструменту Move и немного сдвинуть их вверх. Это даст такую небольшую канавку между корешком и обложками, чтобы книга могла открываться, или чтобы выглядела так, как будто ее можно открыть, если читатель соберется это сделать. Следующее, что нужно сделать, уточнить форму книги. Мы будем в конечном итоге сглаживать этот объект, и если сейчас нажмем клавишу 3, то увидим, что пока это на самом деле совершенно не похоже на книгу. Итак, вот что далее сделаем. Выбираю все внешние ребра, просто удерживаю Shift и дважды кликаю по ним и убеждаюсь, что сделал это со всех сторон книги. Затем также хочу выбрать ребра внутренней части книги и снова, зумируя при необходимости, убеждаюсь, что в выбор действительно попали все необходимые ребра. А теперь по выбранному нужно добавить скос, так что перехожу к инструменту Bevel, меняю число фракций до 0,3, а сегментов до 2.
Если теперь нажмем клавишу 3, то на самом деле начнем видеть очертания корешка, а передние и задние обложки начинают выглядеть правильными. Но там, где такие подразделения не были назначены, на данный момент имеем форму в виде большой буквы D. Так что нажму клавишу 1 и продолжу доработку для исправления этого. Таким образом, чтобы добиться того, чтобы точно удержаться в форме вдоль этой части обложки и самих страниц, нужно будет также создать по ним скосы и здесь. Но я хочу также добавить еще одну деталь, прежде чем это сделаем. Если добавлю этот скос сейчас, то потеряю возможность добавлять петли ребер в книгу, а я хочу делать это, добавив некие детали на корешок, чтобы затем можно было выдавить их. И вот что я собираюсь сделать. Выбрать все внешние поверхности, кроме верха и страниц. Теперь использую инструмент Connect для начала, и мне нужно добавить 5 таких участков петель ребер, чтобы можно было затем выдавить то, что нужно. Есть одна очень полезная вещь в инструменте Connect. Если изменю число сегментов, скажем, на 2 и использую параметр Pinch, то смогу на самом деле построить равномерно распределенные петли ребер между двумя крайними петлями. Начну с этого, затем снова делаю выбор, вхожу в инструмент Connect, сбрасываю настройки, иду в сегменты, а затем могу начать добавлять петли ребер, как мне нужно. Если собираюсь сделать 5 выступов, мне нужно здесь 8 сегментов. Покажу, почему так через секунду. Итак, сначала добавляю их, а затем захожу, захватываю петли ребер и просто вручную перетягиваю так, чтобы петли попарно были ближе друг к другу. Теперь выбираю эти петли и буду масштабировать их по отношению друг к другу. Потом выбираю эту нижнюю петлю и просто перетащу ближе к этой. Затем выбираю эти две петли ребер и тоже масштабирую. То же делаю с этими двумя. Конечно, здесь не будет абсолютной точности, но это старая книга ручной работы, так что в излишней точности нет никакой необходимости. Но это должно дать то, что нужно. Так что делаю двойной клик по этой поверхности, а затем по этой, и получаю нужный выбор поверхности между ними. И то же самое проделываю дальше с аналогичными поверхностями. Снова беру инструмент Move и, удерживая Shift, выдавливаю их наружу. Следующая вещь, которую сделаю, прежде чем пойду дальше, масштабирую их на уменьшение, таким образом, чтобы они как бы закруглялись. Если нажму клавишу 3, увидим теперь эти красивые выпуклости на корешке книги. И последний шаг, который нужно здесь сделать, это заострить эти ребра. Поэтому кликаю дважды эту петлю ребер и удерживаю Shift. Дважды кликаю и по этому ребру. Нажимаю клавишу 3, чтобы вы могли это увидеть, а затем использую команду Bevel. Далее с выбранной команды Bevel уточняю параметры фракции и сегментов так, чтобы результат смотрелся так, как мне нужно. Нажимаю 1, зумирую на увеличение и посмотрим, что у нас получилось. Да, есть такой красивый скос. Теперь просто сделаю быстрый обзор всего объекта, прежде чем начну добавлять окончательное сглаживание книги. Зная, что будем сглаживать эту книгу в финале, я хочу все проверить, чтобы не переносить ошибки и недоработки в общую сцену, которую будем делать в самом конце этого курса. Ну вот, на самом деле я забыл одну деталь. Мне нужно заострить ребра страницы здесь, поэтому позвольте мне очень быстро выбрать их, так что просто обойду эту крайнюю петлю вокруг страниц у обложки книги. И снова. Поэтому проверяем наши модели, прежде чем будем считать их законченными. Итак, я собираюсь добавить эту дополнительную петлю ребер для скоса, устанавливаю Fraction на 0,1 и теперь давайте нажмем 3 и посмотрим. Так выглядит намного лучше на этом ребре и хорошо объединяет обложку книги и корешок. И есть такая маленькая красивая канавка, которая будет смотреться очень красиво.
Эти маленькие детали книги на самом деле именно то, что мы ищем, особенно когда начинаем их дублировать. И не забываем сохранить свою книгу. Идем к меню «Файл», «Сохранить сцену как» и снова поместим это сохранение в нашу папку с ресурсами, чтобы мы смогли построить всю нашу комнату, весь проект в конце. Пройду сюда и назову файл book.geo. Итак, берите каждый объект один за другим и попытайтесь вначале увидеть его основную форму, точно так же, как это было на этапе блокинга книги. Таково начало нашего рабочего процесса. Затем периодически просматриваем модель, добавляем детали по мере необходимости и тем самым постепенно движемся по пути завершения конкретной модели.